Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2022 года. Помогут мне сегодня в этом Таро красота ужаса, а также Ленорман силуэт. Именно эти инструменты нам будут раскрывать ваш событийный ряд, давать советы и рекомендации. Поэтому приступим. Настраивайтесь на получение подсказок, на просмотр событийного ряда. Верю в то, что месяц у вас будет удачным. Общие энергии месяца, что вас ожидает в плане работы, что вас ожидает по финансам, вопросы здоровья, вопросы личной жизни и рекомендации от карт. Арканы перед вами, надеюсь, вам хорошо видны, мы с вами приступим. Итак, общие энергии месяца. Как мы видим, у вас здесь ложится аркан императрица. Прекрасная карта, которая в первую очередь сулит о вопросах преображения. Акцент идет на изменения внешние, внутренние, в том числе, если это касается вопросов здоровья, которые также влияют на ваш внешний вид. Потому что это заниматься и профилактикой заболеваний, и улучшением внешнего вида, и укреплением состояния здоровья. Если у вас были намечены какие-то процедуры, направленные на улучшение, будь то пластические операции, либо просто посещение косметолога, стоматолога, всех специалистов, которые здесь у нас занимаются этими вопросами, то самое время. Для мужчин данная карта может еще указывать на акцент, заботу, повышенное внимание к своей супруге, если у вас таковая есть, или по отношению к своей матери, сестре, тетке. Потому что это, знаете, как окружить любовью свою родню или женщин своего рода. Карта у нас очень часто еще символизирует вопрос изменения статуса. То есть если вы были, например, свободны, то можете вступить в партнерские отношения. Для мужчин это как раз обзавестись партнершей, то есть супругой. Для женщин это быть в статусе партнерши. Ну и, конечно же, у нас дополнительный аркан, который указывает. Итак, новые отношения, новые возможности, новый старт, новый цикл жизни. И для некоторых, кто планирует, это вопросы зачатия или деторождения. Понятно, что не для всех актуален вопрос продолжения рода. Это может быть как начало нового проекта, нового старта, новой работы. То есть что-то такое продуктивное, к чему вы длительный период готовились, вынашивали эту идею, настраивали здесь на ситуацию. Вот, знаете, говорю, пришло время разродиться, получить то, к чему вы стремились и чего вы хотели. Если смотреть вопросы работы, прекрасная карта, у вас здесь ложится шестерка пентаклей, аркан помощи. Карта, которая символизирует как вашу помощь кому-либо в плане трудоустройства, так и по отношению к вам она может справедливо отыграться. То есть кто-то вам окажет поддержку, протекцию, чтобы вы получили желаемую вакансию. Если вы у нас работаете, сидите дома, то есть вы в декрете, вы домохозяйка, либо вы не работающий пенсионер, то в данном случае эти арканы у нас здесь указывают, видите, аркан дополнительный правосудия и шестерка пентаклей, на госвыплаты, которые вам положены, и может идти здесь незначительная надбавка, может быть индексация этих субсидий, этих выплат. И если же вы у нас в статусе соискателя, то есть работу активно ищете, и у вас для этого есть ресурсы, то по пятерке пентаклей самостоятельно не найдете. Вот шестерка пентаклей, она как раз вас точнее призывает не то, чтобы побороть свою гордыню, но не стесняться обращаться за помощью к знакомым, к друзьям, к родственникам, которые вам могут поспособствовать найти вакансию мечты. Если же вы у нас наемный сотрудник, то шестерка пентаклей и девятка жезлов – это в прямом смысле слова выбарывать, отстаивать премии, бонусы, какие-то доплаты, выплаты. Или если у вас очень большой объем работы, то помощника, ассистента, который вам будет оказывать поддержку в реализации каких-то процессов. Если у вас собственный бизнес, то шестерка пентаклей и дурак. Вот то, о чем вам здесь символизировала императрица, туз жезлов. Начало нового цикла, новые возможности. То есть новый бизнес, новые начинания, инвестиции в новый проект, которые действительно для вас будут продуктивными и плодотворными. Ну, еще здесь по этим картам это может быть новое бизнес-партнерство, которое приведет к этим высотам. Финансовая сторона вопроса.
тройка пентаклей. Здесь даже желать нечего, потому что карта продуктивной работы, оттачивания мастерства. Здесь вам воздают по заслугам. Это стабильный заработок, это расходы соответствуют доходам. Здесь выверенный баланс. Здесь нет каких-то мега баснословных сумм. Доход такой, как вы получали всегда. Но вместе с тем, знаете, как все стабильно, не на что жаловаться. Если анализировать вопросы здоровья. Вот 8 жезлов, хоть карта и позитивная, но она здесь окрашена тучами. То есть, если вы метеозависимы, могут быть проблемы, связанные со скачками давления. Или если вы где-то переохлаждались, будьте бдительны. Может быть резкий скачок повышения температуры из-за вследствие простуды, поэтому обращайте на это внимание. И опять же, если вы делаете какие-то интенсивные нагрузки, берегите, пожалуйста, ваши связки, ваши сухожилия, потому что можете случайно растянуть, либо, не дай бог, порвать, как следствие, воспалительные процессы и длительный период адаптации. Потому что, видите, как не спешить при выполнении каких-то задач, каких-то упражнений, потому что эта спешка может как раз вам навредить. Если будем смотреть вопросы личной жизни, а вот здесь, конечно, по 5 мечей ситуация не айс. Почему? Потому что для тех, кто у нас свободен, она не сулит ничего хорошего. Вот сейчас мы даже дотянем. Видите, 4 пентаклей, остаться при своих позициях. То есть здесь нет новых знакомств, здесь нет перемен, здесь нет изменения текущего статуса. Ну и как следствие личной жизни, вы понимаете, ничего не меняется. И если вы в любовных треугольниках, эта карта сама по себе предполагает, вот я даже дотягиваю, разрушение этого треугольника. Причем расстаться здесь нехорошо. Это знаете, как расстаться врагами. Потому что 5 мечей, 3 мечей – это не просто полюбовно разойтись, а разойтись очень некрасиво, когда человек в вашем сердце, в вашей душе может оставить нелицеприятный осадок. И если у вас стабильные отношения, то 5 мечей, 4 жезлов. Здесь смотрите, какова ситуация. То есть отношения могут быть стабильными, максимум только какие-то конфликты. Основной посыл, который идет по этим арканам, вот 5 мечей, 4 жезлов, называю как есть. Война, которая может влиять на отношения, разрушать отношения, кого-то могут мобилизовать. Здесь еще по этим картам это то, что из-за войны, из-за боевых действий придется, допустим, менять место жительства. И это все не совсем благоприятным образом будет сказываться на вашем общении с вашей второй половиной. Потому что это конфликты, которые могут возникать на фоне отсутствия стабильности, на фоне изменения, как говорю, жилья, места жительства, условий жизни и условий комфорта. Ситуация, которая от нас не зависит. Понятно, что это не для всех проиграется, не все у нас находятся в зоне боевых действий, но в этом случае 5 мечей, 4 жезлов – это конфликтные ситуации с родственниками. Совет. Совет, у вас падает аркан суд. Карта восстановления, воодушевления, сохранения, очищения. Карта кармы. Какой бы ни был месяц, но у вас он, могу сказать так, на 90% позитивен. Но вы должны понимать, что в рамках этого периода вы проходите кармические уроки, которые неизбежны. Даже если это вот ситуация, повторюсь, то, что у кого-то идет разрыв отношений, либо влияние на личную жизнь через какой-то событийный ряд, это ситуация, которая неизбежна. Поэтому здесь совет. Не конфликтовать, восстанавливать отношения, укреплять связи, молиться за своих близких, поддерживать своих близких. По суду это восстанавливать, возможно, прошлые связи, подразумевается там деловые отношения, дружеские отношения, потому что восстановить, возродиться. Для кого-то здесь аркан суд, сейчас я хочу дотянуть, так ли это? Суд и королева жезлов очень часто здесь могут говорить о ситуации адаптации, знаете, как новая родина. Уж простите, как есть. Дальше. Вопросы создания семьи. Если вас зовут замуж или, допустим, вы хотите, вам намекают, что пора создавать семью, то есть не отказывайтесь. Ситуация этому благоволит. Еще, если это вопросы, связанные с проверками, судебными инстанциями, все решать в рамках правового поля. И если это касается вопросов состояния здоровья, не затягивать, заниматься профилактикой заболеваний, укреплением вашего иммунитета. Или если уже произошла, допустим, какая-то травма, по принципу растянули там где-то сухожилие, то не нагружать себя лишний раз, а стараться дать себе возможность восстановиться. Вот к чему призывают вас карты. А мы сейчас посмотрим неожиданность этого месяца, что у вас здесь будет. Итак,
крест, рыбы и дерево. Ну, здесь крест, карта кармы. Дно у нас кольцо, отношения, неважно, личные, партнерские, деловые, социальные и так далее. Итак, у кого-то это, знаете, оборвутся эмоции, причем эмоции, которые были длительного характера, касаются отношений, то есть будет поставлена точка. В основном касается тех, у кого вопросы любовных треугольников. Дальше, крест, рыбы, дерево. Нарушение вопросов кровотока, лимфотока, либо какая-то проблема с жидкостями, то есть влияние на состояние здоровья. Как следствие, призыв пройти полный цикл лечения, то есть не отказываться от рекомендаций вашего лечащего врача. Еще по этим арканам быть осмотрительными с вложениями, потому что крест, рыбы, дерево, то, что вы пытаетесь надолго во что-то вложить, инвестировать, может не дать своего результата, либо привести, я могу сказать, что это к потерям. Это не потери, это, потому что рыбы, дерево, вы все равно получите результат. Но через какие-то сложные события, сложные действия, как отработка финансовой кармы. Вот так у вас проходит по раскладу. В любом случае, вы прекрасно знаете, что всегда негатив мы с вами зачищаем. Зачищаем в каком плане? Потому что здесь по этим арканам мы делаем так, чтобы у вас отыгрался только положительный событийный ряд. Вот сейчас к этому и приступим. Поэтому вам гармонии, процветания, нового цикла, этапа в жизни. И пусть все задуманное вами обязательно в вашей жизни случается. Это искренне от всей души. Верю в то, что месяц вас порадует. От вас по прошествии периода жду обратной связи, как отыграется информация. Вас благодарю за просмотр и до новых встреч.